Канал Валерия Табакова представляет: крупная хакерская атака на Министерство финансов США. Китайские злоумышленники крадут документы. Чиновники США заявили, что спонсируемый государством китайский хакер взломал системы Министерства финансов США, получив доступ к рабочим станциям сотрудников и некоторым несекретным документам. Нарушение произошло в начале декабря и было обнародовано в письме, которое Министерство финансов направило законодателям, уведомив их об инциденте. Агентство США охарактеризовало нарушение как медийный инцидент и заявило, что сотрудничает с ФБР и другими агентствами для расследования последствий. Представитель китайского посольства в Вашингтоне, округ Колумбия, как сообщается, заявил, что обвинение является частью клеветнической атаки и что оно было сделано без каких-либо фактических оснований. Теперь, чтобы узнать больше об этом, к нам присоединится Айраш Притцер из Сан-Франциско. Большое спасибо за то, что поговорили с нами этим утром и поздним вечером у вас там. Представитель китайского посольства полностью опроверг эти обвинения, заявив, что очень трудно отследить происхождение хакера. Ну, это всего лишь последняя из длинной череды обвинений США в китайской кибершпионской деятельности. Это кибергруппа, которые, по словам Вашингтона, связаны с китайским правительством, так что в данном случае это спонсируемые государством хакеры. Министерство финансов сообщило законодателям, и мы, конечно, были проинформированы об этом только сегодня утром. Но Министерство финансов, по-видимому, впервые узнало об этом 8 декабря. Они говорят, что сторонняя фирма по кибербезопасности BeyondTrust, которая является фирмой, с которой Министерство финансов заключило контракт, что был ключ, цифровой ключ, который эта компания использует, что эти спонсируемые государством хакеры, или просто хакеры, по крайней мере, мы не знаем, спонсировались ли они государством или нет, что эти хакеры получили доступ к этому цифровому ключу и в результате смогли проникнуть в эту сеть Министерства финансов, получив доступ как минимум к паре рабочих станций, а также к некоторым несекретным материалам. Это информация, которой мы располагаем на данный момент. Третья сторона, по-видимому, на данный момент отключена, так что, похоже, нет никакой опасности дальнейших вторжений, но, конечно, это очень большие новости для официальных лиц США. Опять же, они неоднократно обвиняли Китай в попытках получить доступ к этим типам сетей. Существуют также опасения и обвинения в том, что Китай получает доступ к критически важным инфраструктурным сетям в Соединенных Штатах. Итак, Вашингтон очень обеспокоен китайской киберактивностью. Кроме того, этот хакер, как вы упомянули, появляется уже не в первый раз. Высокопоставленный китайский государственный деятель также взломал 3 крупнейшие американские телекоммуникационные компании, что произошло в начале этого месяца. И, конечно, когда мы говорим о хакерах, что касается этого случая, считается, что они искали информацию, а не пытались украсть какие-либо средства. Это своего рода тенденция, которую американские чиновники определили в этих взломах, которые происходили, особенно в последние годы. То, в чем они обвинили этих предполагаемых китайских хакеров, спонсируемых государством, заключается в том, что они в некоторых случаях внедрялись в сети США, что потенциально давало им возможность нанести удар каким-то образом позже. Поэтому были мысли, что эти субъекты остались незамеченными в сетях. Конечно, некоторые из них были обнаружены, но многие все еще могли остаться незамеченными. И затем, если возникнет ситуация, когда они внезапно захотят получить доступ к конфиденциальной информации или потенциально предпринять какие-то наступательные действия, они будут в состоянии это сделать. When some of these cyber activities could escalate.
Так что, похоже, это стратегия, которую определили американские чиновники, которая заключается в том, что субъекты получают доступ к сетям, не обязательно для того, чтобы нанести непосредственный вред или украсть информацию, а просто чтобы оказаться в нужном месте в потенциально более позднее время, когда некоторые из этих киберактивностей могут активизироваться. Но мы на самом деле не знаем, как долго осуществлялся доступ к информации, потому что им потребовалось несколько дней, прежде чем они смогли понять, что на самом деле происходит. Итак, мы знаем, что Министерство финансов впервые узнало об этом вторжении 8 декабря. Но мы не знаем, как долго это могло продолжаться. Этой информации у нас пока нет. Итак, мы видели это в других примерах вторжений, в которых Вашингтон обвинил китайских хакеров, спонсируемых государством, когда в некоторых случаях они получали доступ к сетям много лет назад. И только недавно эти вторжения стали известны, что снова вызывает опасения, что мы обнаружили определенные вторжения, подобные этому в Министерстве финансов, но сколько из кибервзломов могут существовать, оставаясь незамеченными. Так что это, конечно, настоящая проблема американских спецслужб. Большое спасибо, Айра, что присоединились к нам. Что ж, спасибо за все эти подробности.